Всем привет, YouTube канал Польза.нет, и мы сейчас идем топить Honor GT, и да, это делать нельзя, и это, я считаю, самое интересное в этом ролике, потому что в конце, надеюсь, что вы его досмотрите, я расскажу вам, почему его покупать как минимум не стоит. Вот сейчас мне придется еще раз рассказывать, почему, потому что я его утопил, а снять не снял. Магия. Ну, в общем, первый раз при утоплении он не погибнул. А второй момент, по поводу тача. Тач работает хуже, чем на OnePlus с той же технологией, но, повторяюсь, Honor у меня пока не тонул. Надеюсь, этот не будет первым. Мини-джека здесь нет, в принципе, я не видел пузырьков, как в том же iQOO. В общем, что с ним будет через часик, я вам расскажу. Если умрет через день, тоже расскажу, но я думаю, что все будет хорошо. Смотрим. Всем привет! Вы на канале Польза.нет, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу вам о смартфоне Honor GT, но не в вакууме, потому что, с одной стороны, я могу рассказать, что здесь прямой экран, просто супер яркий, помимо этого Type-C-шник. За 15 минут он у меня заряжается на 50% на секундочку по кабелю. Помимо этого, реально кое-как тач работает во время того, как он влажный у нас экран. Следующий момент, Snapdragon 8 Gen 3, мега быстрый, почти 2 миллиона баллов в Antutu, очень круто, 2 физические сим-карты можно запихать, и вроде бы все ничего, но в вакууме от конкурентов. То есть у меня здесь в руках Poco X7 Pro, с которым я буду сравнивать его по съемке. Напоминаю, что он на 5000 дешевле, и он глобалка с глобальной агрегацией частот. iQOO Neo 10, у которого есть обходная зарядка, в отличие от этого смартфона LTPO экран. А да, огромный плюс, здесь 120 Гц AMOLED. И стоит он дешевле. И K80, который тот же порядок цен, но с металлической рамкой, и про него мы особо не будем разоряться. Но в вакууме смартфон красивый. Вот, красивый. Если не вспоминать про бенды, если не вспоминать про виртуальный датчик приближения, виртуальный. Надеюсь, вы не отключили еще этот ролик, потому что самое веселье будет в конце. Надеюсь, вы досмотрите обзор. По камерам он меня порадовал, кстати, хотя и мог бы порадовать значительно больше, но меня радует все, что дороже $300. Там идет у нас уже, знаете, какое соревнование? Правильно, по постановочной фотографии и постановочному видео. Исходники фото уже в моей личной телеге, прожарка больше 2 часов уже на канале Польза стримы, и, возможно, будет еще обзор одним кадром. Если вам интересно, напишите, я его сделаю. В 4К 60 FPS снимает, плюс он может переключаться на фронталку в 1080p 60 FPS. И фронталка снимает в 1080p 60 FPS, и вроде все волшебно, но нет. Смотрим. Распаковка. Поставляется данная модель в упаковке из плотного картона, на ней есть название и краткие характеристики модели. Упаковка обыкновенная, в комплекте мы имеем краткое руководство, сам смартфон, чехол, кабель для зарядки с USB-A на USB-C, адаптер питания на 100 Вт с китайской вилкой, так как у меня на руках китайская версия смартфона, слот в смартфоне под 2 сим-карты, места под карту памяти нет. Опять же, аналог карт памяти есть у Huawei, в которые вместо для симки вставляются. Будет ли работать с этим смартфоном, я не знаю, но надо купить, чтобы, правда, тестить. Пусть супер дорого, но как решение во флагманах, допустим, неплохое было бы, правда? Габариты смартфона 161 на 74 на 8,2 мм вместе с блоком камер, а вес 200 граммов. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге, и вы автоматически в розыгрыше. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Как только Poco X6 Pro через месяца 3 закончится, буду разыгрывать Poco X7 Pro. Их уже тоже закупил. Перейдем же к смартфону. Начнем. Приобрести Honor GT можно в черной, белой и зеленой расцветке данного корпуса. Притом в белой расцветке надпись Honor не такая бросающаяся в глаза, а маленькая, аккуратная, не как в зеленой. Дизайн модели по мне классный, выглядит смартфон стильно. Подобный дизайн напоминает дизайн смартфонов от Huawei Puro 70 линейки и Asus ROG Phone. Тыльная часть выполнена из пластмассы, как и рамкой. Да, сразу вспоминается Redmi K80, у которого металлическая рамка, но не будем. Качество материалов не лучшее, но собран смартфон неплохо. Хотя люфт у кнопки питания и качельки регулировки громкости у меня приличный. Также есть водонепроницаемый стандарт IP65, их технология для улучшения сенсорного отклика даже с водой на экране, но топить его ни в коем случае, разумеется, нельзя. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости и K-порт, разъем USB Type-C от OTG версии 2.0, микрофоны и стереодинамики с поддержкой Honor Hyson. Качество звука среднее, да и настроек для
персонализации звуков мало, почти нет. Линейный вибромотор для таких размеров и весах в пределах нормы. Никакого там вау-эффекта. Он далек, конечно, от вибромоторов с поддержкой технологии OHaptics в смартфонах данной ценовой категории. Летим дальше. Смартфон оснащен AMOLED-дисплеем на 6,7 дюйма с разрешением 2664 на 1200 пикселей, поддержкой HDR. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, никаких 144 Гц, как у некоторых конкурентов. Допустим, iQOO Neo 10 здесь нет. Хотя, опять же, 144 Гц вы мало где увидите. Плотность пикселей 435 ppi. Рамки минимальные, выглядит экран отлично, ко всему он прямой, без закруглений, и это хорошо. Заявленная пиковая яркость 4000 нит, по моим замерам яркость на 100% 1100, в пике 1600. Иногда больше, иногда и меньше, все видите на экране, в принципе. Полноценный Always On дисплей в наличии, многие его супер хвалят, потому что он супер интересный, но АОТ он и в Африке, АОТ главное полноценный. Сенсорный отклик для повседневного использования хороший, но вот в играх сенсорный отклик слегка залипает иногда. До примера, я сегодня гонял его в Genshin Impact, и на 25-й минуте он стал уже тягучий. То есть я отыграл, в принципе, 30 минут, об этом чуть-чуть позже. Мультитач на борту на 10 касаний откликается просто молниеносно. Регулировка шим 3840 Гц, показатели шима, в принципе, на рабочих настройках не в нуле, очень даже приятные. То, что в нуле он там поднимается до 40-50%, это не важно, но объективно относительно конкурентов у него все хорошо с шимом. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран. И да, он работает не супер быстро, но у меня всегда стабильно. Завести можно до 5 отпечатков пальцев и 2 данных лица. Притом там можно еще поизвращаться с настройками по поводу разблокировки лица, в каком виде, с маской, не маской. Летим дальше. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с техпроцессом 4 нанометра и 8 ядрами. Максимальная частота у него 3,3 ГГц, графический процессор Adreno 750, оперативная память LPDDR5X доступна на выбор 12 и 16 ГБ. Внутренняя память UFS 3.0 на выбор 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Но на 1 ТБ здесь уже UFS 4 версии. Не буду говорить, кстати, UFS 3.0, 3.1, 3.2. Это будет все на совести производителя. Я это дело сравнивал в стриме, посвященном этому смартфону, с K80 от Redmi и с iQOO Neo 10 от iQOO. Вот там все четвертые линейки UFS. Здесь линейка третья, на 25% медленнее. Увидите ли вы разницу? Вполне возможно, нет. А может быть и да. Операционная система Magic OS 9 версии на базе Android 15 версии, за что им плюс. Обновления прилетают без труда, устанавливаются, и русский язык в стоке есть. Также в настройках можно найти управление взглядом, различные AI-функции, не только поддержка есть Wi-Fi 7, 5G сетей, 4G сетей ниже. 7 и 20 бенда нет, и для тех, кто проживает в России, это имеет большую роль, хотя для некоторых это не имеет никакого значения. Но помним, помимо еще и бендов, что здесь есть агрегация частот. И да, у разных продавцов разная информация по поводу бендов. Очень советую вам писать им в подлотами товара. Датчик приближения не физический, к сожалению, работает он не всегда корректно. У некоторых, опять же, с этим виртуальным датчиком проблем нету. eSIM, разумеется, не поддерживается. В глобальной версии, наверное, eSIM будет. Если она есть, эта глобалка, напишите, может быть, кто-то ее видел где-то или, может быть, даже купил. Bluetooth-чип установлен в версии 5.3, NFC-модуль в наличии. На данный момент можно устанавливать MirPay и оплачивать покупки с помощью NFC. GPS показывает точность до 5 метров, что нестандартно для Qualcomm. Плюс он еще и однодиапазонный. Работает он отвратно. Аккумулятор на 5300 мАч, и чтобы понять автономность, поедает он в PUBG New State примерно у нас 20-22% и в Genshin Impact примерно 24% в час. Ничего суперфееричного нет. Work Performance выдает 18200 баллов, поддерживает он проводную зарядку 100 Вт и заряжается он нереально быстро. То есть у меня за 14 минут он заряжается на 50%. Это нереально круто. До 40 минут он заряжается всегда на 100. То есть там рандом, иногда ты можешь забыть включить, допустим, быструю зарядку, но очень круто. За 1 час просмотра видео на YouTube в среднем тратит 5% заряда по Wi-Fi. И я не назову его суперигровым. В первую очередь, не забываем, опять же, в вакууме телефон классный, но для примера у Neo 10, в который можно играть, у него есть свои минусы, но у него есть обходная зарядка, а здесь ее нету. И это важно. Таких специфичных моментов здесь море, но никакого вау-эффекта от игры здесь нет. Особенно если играть в Гене просто на рекомендованных настройках, просто 60 FPS, он у меня тач становился желейным. Кто играет, тот поймет. Где-то на 25-й минуте. До 25 минут играете, все будет в огне. Притом яркость он не сбрасывает практически вообще. То есть он показывает нам 790 люксов через полчаса игры в Genshin, это просто класс. Понятно, что номинальная 1100, но 780 люксов за глаза. Перейдем к тестам. Тротлинг-тест проходит со следующими цифрами. 164
гипса минимально, и это был обычный маленький эпичный файл, на него не обращаем внимания, потому что максимально 454 гипса, в среднем 395 на 100 потоков при 60 минутах. Но мы смотрим устойчивость. 48,4%, 56,2%, 49,8% и Solar Base Stress Test 47,6%. Все нехорошо. В Antutu выбивают от 1 926 000 попугаев. Но на второй же прогон он сбросил яркость ниже, чем 3 сотни люксов. Но у Honor такая магия. Он может проваливать какие-то тесты, но когда ты начинаешь в него играть, сказать, что вот он как в тестах плохо себя показывал, я не скажу. Я, может, его еще погоняю, но пока желание 0. Из-за как раз storage теста, который показывает 146 000, потому что им не хочется тратить на память. Зачем тратить больше, если люди и так купят, да? Далее. Основной сенсор на 50 мегапикселей с апертурой 1.95, оптической стабилизацией, максимальным разрешением для видеосъемки 4К 60 FPS. Сверхширик на 12 мегапикселей с апертурой 2.2, фронталка на 16 мегапикселей с апертурой 2.45, максимальное разрешение для съемки видео фронталкой 1080p 60 FPS. Я сравнивал эту модель со смартфоном Poco X7 Pro, который на секундочку больше, чем на пятерку дешевле. Вкратце, ультраширик, разумеется, лучше у GT, фронталка лучше и детальнее передает изображение в X7 Pro. Вот такой сюр, хотя там только 1080p 30 FPS. Ночью основной сенсор у GT снимает с меньшим количеством шумов и артефактов по сравнению с Poco. Но у него есть ощущение наложенного эффекта, старая пленка. По цветам оба смартфона далеки от натуральных оттенков. Отмечу, что у Poco изображение всегда более контрастное и темное. Короткие примеры, как и сравнение, вы сейчас увидите. Ну что, 4К 60 FPS, съемка с двух рук, Honor против Poco, и мы смотрим, за счет чего вы должны переплатить 4000 за неглобальный смартфон. Но на данный момент лоб в лоб, работа со светом, как я вижу, лучше у Poco. Но опять же, вот местами. Здесь, допустим, с фонарем лучше отрабатывает Honor. Но вот вы сейчас видите изменение освещения, и сразу кто быстро отрабатывает, кто не особо быстро, да? А у кто-то вообще не отрабатывает. Вот здесь, допустим, с этого ракурса у Poco вообще все плохо. Если отойти, может быть, ему повезет. А Honor, видите, вытягивает. Как интересно. Но опять же, надо будет еще на компе смотреть. Напишите, что вам больше нравится. Очень неудобно на Honor, что у тебя не показывается ультраширик. А на Poco я уже привык. Ты нажимаешь на 0.6 на ультраширик, он просто меняет разрешение. Понятно, 1080p 30 FPS. Кстати, ультраширик еще хуже, мне кажется, на Poco однозначно. Но вот так, как говорится. А вот здесь, как говорится, мини-сюр, потому что 1080p 30 FPS на Poco X7 Pro, притом на Poco X7 напоминает 1080p 60 FPS на фронталке. И вот так примерно вы сможете снимать себя на фронталку в данных условиях обстановки. Неплохо, не хорошо. Как говорится, вот так. 4К 60 FPS, съемка с двух рук. И вот так примерно вы сможете снимать. Ночью. Здесь, кстати, получается, Oppo, на Poco, почему-то все время хочу Oppo назвать. Удобная кнопочка X2. А на Realme нужно кружок. Ой, не на Realme, на Honor нужно кружочком все это дело подкручивать. Ну, что я могу сказать? Одинаково плохо. Местами лучше Realme, местами лучше Poco, местами лучше Honor. Так, надо пойти отдохнуть от примеров, да? Хотя, наверное, не знаю, что вам больше нравится. В таких картинках X6, ну, вот здесь у Honor, да, понятно, хотя бы, что лестничная площадка. У Poco нет. У Honor, да. Мне казалось, что Poco хуже, а по факту Poco-то был справа. Это я просто напутал расположение, как обычно делаю. Вот так ультраширик. И здесь опять же с ультрашириком по мне больше шумов в Honor. X1. Да, он перешел на модуль. Смотрим, как это происходит. Это у обоих все четче становится. И X6 в 1080p 30 FPS. Вот так. И вот сейчас для интересно фронталка в 1080p 30 FPS и одна и вторая. Ну
вот так сможете себя снимать. Ну что, 4К 60 FPS, и, как говорится, самая забавная из этой ситуации, что очень часто я путаю Honor с Poco. Но это все мелочи жизни. Кстати, вот скажут, у Poco желтый свет, а он какой здесь? Он здесь и есть желтый. То есть у Honor освещение идет как светлое, но... Ну и в продолжение банкета фронталок. Вот так вы сможете себя снимать с этих двух смартфонов. Эффектно и эффективно. Вот смотрите на угол, кстати, вот, допустим, по верхнему краю. Ну, то есть вот на Honor угол меньше, на Poco больше. Ну и классический лифт 4К 60 FPS. Вот так вы сможете себя снимать на эти два смартфона. И, ну да, мне больше нравится, как автофокус отрабатывает на Honor. Он себя же и взял. А Poco нет. Poco меня. Хотя, с другой стороны, опять же, вы выбрали при съемке себя или чтобы смартфон снимал смартфон. Как же отслеживание по глазам? Но, как говорится, это скажут другое. Это другое. Это же Honor. Хотя по цветам, вот, опять же, цвета правильнее кроссовок у Honor. Так, ну что, 4К 60 FPS, как всегда, я пытаюсь перекричать песенки. Почему? Потому что благополучным образом, допустим, я стримы даже провожу с песнями, которые благополучным образом без авторского права. Но все равно через дня 4 мне что-то прилетает стабильно. Вот сейчас уже вырезаю 2 куска. Вот так примерно вы будете снимать в 4К 60 FPS на два этих смартфона. И это X6. Ну, в X6 абсолютно бесполезно ночью снимать, потому что это вам не телевик X5 какой-нибудь. И два ультраширика 1080p 30 fps. Вот так вы сможете снимать на ультраширике. Насколько это эффектно и эффективно, решать вам. Ну что, фронталки 1080p 60 fps против 1080p 30 fps. Вы видите, как я, держа смартфоны на одном расстоянии от лица, получаю абсолютно разные картинки. Вот такая вот магия. И если вы думаете, что комфортно вот так вытягивать руку, чтобы снимать нормально на Honor, вы сильно ошибаетесь. Но можно опять же переходить. Так, ну и 4К 60 FPS, еда. Давно я здесь ничего не снимал. Насколько сытно это выглядит, решать вам. Но по цветам Honor ближе. Honor ближе. Одинаково. А вот здесь ближе Poco. Очуметь. Sorry. Ну что, самое интересное, два ультраширика, работает кофемашина, 1080p 30 fps. И вот так вы сможете снимать. Кстати, заметили, как GT дольше отрабатывал со светом? У GT включен усиление, удаление шумов. И вот так на ультраширик вы сможете поснимать. Ну давайте аккуратненько, медленно поведу. Для сравнения, может быть, еще пройдусь по пляжу для сравнения. Но опять же, это не... С другой стороны, хочу сказать, не камерафоны, но снимают они уже на уровне. Не, наверное, 300 баксов это уже... О, вы видели, что происходило с Poco? Что-то нехорошее. X2. Если плавно зумировать, допустим, с DX6, то вот так. Такая картинка у вас будет. У обоих все в шумах. У кого-то меньше чуть-чуть, у кого-то больше. Ну, оценивайте сами. Ну и, разумеется, самое интересное, это 4К 60 FPS, дымка. Смотрим. Ну, чей автофокус вам больше нравится? Я даже не знаю. Паритет по мне. Мне больше нравится, наверное, все-таки у Honor местами. Что, хотя, может быть и нет, может быть, не знаю, надо вам рассматривать поближе. И вот сейчас 30 секунд, говорю, может еще на пляж спуститься, чтобы все это дело медленно заснять.
Раз. И два. Вот так. Ну что же, продолжаем банкет. 4К 60 FPS, съемка с двух рук. Сейчас походим, поснимаем на эти два устройства. Они оба у меня без чехлов. И против солнца, получается, снимает лучше на Honor. Видите, как он отрабатывает солнышком неплохо. Да, это Honor, все верно. И вот сейчас мы плавненько пойдем по камням. Увидите, как отрабатывает стаб. Специально никогда на штативе не держу, но последние, наверное, года два. Хотя у меня штатив есть и для 3, и для 4 смартфонов. Что плюс-минус, когда ты в руках их держишь, они же у меня не разведены, а рядом вы видите картинку более-менее реальную. И вот так примерно вы сможете снимать на эти два смартфона. Насколько эффектно и эффективно, решать вам. Напоминаю, что все эти камерафоны по $600, по $1000 будут отрабатывать немногим лучше, однозначно не лучше стоимости. Вот сейчас лучше передает цвета. Я специально остановился на цветочке, разумеется, Honor. По цветам здесь что-то посередине, но ближе, наверное, все-таки Honor намного у песка. Но смотрите, с другой стороны, видите здание вдали. И я бы не сказал, что он лучше отрабатывает по деталям у него. Но вам виднее, лучше ставить все на паузу, примерно прикидывать. Трясти я смартфонами стараюсь не трясти. А очень часто многие делают обзоры как раз подобные нон-стопом. Берут, куда-то едут, контента этого моря. Кстати, становится меньше, потому что народ пытается работать с разными площадками. Друзья, рекомендации вам могут дать, к сожалению, только на YouTube. Может, где-то что-то поменялось. Хотя, если вы новости или политику, наверное, делаете, то тогда можно и на других площадках попасть в рекомендашки. Во всех остальных случаях пилите контент, заливайте везде. Конкурентов меньше. Почему? Потому что у всех опускаются руки из-за разных обстоятельств. Не опускайте руки. Любой контент – это творчество. Так что, если вы планируете что-то снимать, снимайте. В конце концов, через лет 10 это будет вашим маленьким дневником. Если хочу посмотреть, что я делал 7 лет назад, я просто открываю YouTube и такой: о, машинку обозревал, или часы, туда-то ездил. Короче, это неплохое дело, как хобби, мне так кажется. И, возможно, для кого-то станет отдушиной. Кто-то картины рисует, кто-то ролики снимает, кто-то песни пишет, правильно? Кто-то музыку сочиняет. Какое бы ни было творчество. А вот такие железки, как Honor или Poco, уже могут великолепным образом помочь. Монтировать можно прямо на них, кстати. Уже программы для монтирования, вот эти процессоры, которые стоят на этих смартах, позволяют совершенно свободно в каком-нибудь InShorts или не только, любые программы берите, снимать очень-очень круто. Ну что же, 4К 30 FPS против 4К 60 FPS. Динамический диапазон, конечно, у Honor такой себе, но зато 4К 1080p 60 FPS, а не 30 FPS. И вот так вы сможете себя снимать в данных условиях обстановки. И так будет отрабатывать примерно его стаб. Ну, как говорится, сравнений мало не бывает. И вот так в лифте на фронталку вы сможете себя снимать, если будете извращаться. Плюс-минус. Неплохо. 4К 60 FPS, блины при одинокой лампе. Кстати, цвета передает почти идеально. Да не почти. Вот, ну ладно, окей. Рыба чуть-чуть темнее. Чуть-чуть. Хотя, может быть, и нет даже. Нет, наверное, все-таки идеально передает цвета. Он передает цвета идеально. Вот в данной съемке. Но вот этот цвет не соответствует. Чуть-чуть. Не чуть-чуть, сильно очень. То есть вот это все намного темнее. Он делает более бледным. Ну и ладно. Зато еда практически идеальна.
Ну и вот, если без сравнений, фронталка и ее очуменный минус — это то, что тебе нужно руку прям полностью от себя, на вытянутой руке себя снимать. Это еще учитывая, что я 182 сантиметра и рука у меня длинная. Ну вот хочется держать вот так, как бы я делал с Поко, и было бы все норм. Но здесь это не та история, но как на самсах, и это круто. Правда, только в разрешении не особо крутом, но уже неплохо. Ну что, 4К 60 FPS, съемка с одной руки. Классическим образом напоминаю, что обязательно катаемся. Две руки на руле, разумеется, в шлеме, разумеется, и ничего не снимаем. Но вдруг вы пассажир где-то в машине или в закрытом помещении, или как меня спрашивают, вот я на велике буду гонять и, допустим, повешу куда-нибудь себе. Вот примерно так в 4К 60 FPS вы сможете снимать, если ехать плавненько, потому что здесь могут быть собаки, и они и бегают. И насколько хорошо решать вам, повторяюсь, что моментами он радует, моментами не радует, но снова плюс 25-30% стоимости от глобального Поко — это такой себе вопрос. И, ну, 20% даже стоимости. И запоминаем, что если вы уже рассматриваете прям китайские версии, чтобы не переводить с Эдди там, а вот прям китайские версии, а почему тогда не какие-нибудь там Redmi K серии, притом и старые там есть такие вещи, просто лютейшие. Или тогда уже сравнивать, знаете, с Redmi Note 14 Pro Plus с телевиком китайский. Еще и помимо телевика там и аккумулятор просто космос. Все это на тоненького, и тут смотря под каким углом посмотреть, но повторяюсь, что китайские смарты — это такая вещь, которая имеет много подводных камней. И пока вы с этими всякими оповещениями, агрегацией частот, переводами и потом с последующей перепродажей не столкнетесь, вы никогда не поймете. Еще и с непопулярным брендом. Повторяюсь, что для вас, может быть, Honor более популярен, чем тот же iQOO, но поверьте мне, iQOO прям разметают очень быстро средний ценовой сегмент. Понятно, не какие-нибудь цены бреда для глобалок, флагманов, но что-то в районе 30-ки очень любят. А у Honor в районе 30-ки есть Honor 200, который глобальный. Ну да, там нет 4К 60 FPS. И что? Он глобальный. И стоит он все равно дешевле на 3 штуки. Как бы там, да, много минусов, но это не китайская версия. Так, ну что, 4К 60 FPS, съемка днем. Это мы уже все с вами обозревали. И вот так вы примерно сможете снимать при рассеянном свете с этого смартфона. Как мне говорят, в 99% случаев все снимают с достаточным освещением. Ну окей, вот сейчас оно идеально. Автофокус работает, кстати, довольно плавненько, видите? Вообще молодцы. И смотрим зум. Опять же, мы еще сравним это дело X6 с Poco. Но вот так все днем. Очень много шумов по мне. Хотя, опять же, здесь дымка сейчас. И это неудивительно. Хороший, очень хороший автофокус. Мне нравится. И перевести камеру на фронталку нельзя. Кстати, вот так, если я включу удаление шумов. Вот, может быть, нам лучше вам будет. Или наоборот, не лучше. X2. По работе с волосами однозначно лучше Honor. По динамическому диапазону однозначно лучше, по мне, Xiaomi по фронталке. Куда бы я ни ткнул, хотя он выкручивает контраст, местами по фото мне больше нравится он. Притом, смотрите, с волосами, допустим, Honor отработал лучше. В целом, если бы не было вот этого вот белины, вот этой лютейшей, потому что здесь хотя бы есть граница, хоть какая-то между очками, волосами и головой, здесь ее нету. И вот такие эпик фейлы, ну, вот как вырезанное лицо у Poco, такого нету. Вот ночная фотография. Хочу отметить, что здесь у нас 26 миллиметров эквивалент, и здесь 24 миллиметра. И насколько хорошо один или второй снимает, можете оценить для себя. Мне здесь больше тоже нравится информации, больше по мне с Poco. И опять же, когда снимаешь, кажется многое по-другому. И ночь шумов у Poco тоже много, как в принципе и у Honor. Не скажешь, что Honor прямо ушатывает в нули, Poco, я этого не вижу.
То есть все очень близко, и вам, может быть, нравится что-то другое. По мне, намного удачнее фотография Poco. И следующее, это тоже основной модуль, ультраширики. По мне, смысла сравнивать. Есть примеров ультрашириков, посмотрите на канале. Вот здесь мы сразу видим такую тему, что я, когда снимал видео, говорил: вау, у Honor отличная работа с солнцем, со светом, со всем остальным. Но технически я бы так не сказал. То есть здесь из двух фотографий в миниатюре я бы выбрал Poco. Сейчас мне скажут, против солнца никто никогда не снимает, на фотоаппарат никто никогда не снимает. А самый лучший комментарий я видел от человека, у которого по легенде есть все смартфоны, все флагманы. Он написал: зачем мне мыло с зеркального фотоаппарата, когда у меня есть Vivos E. Вот я против E, а в целом паритет, потому что и та, и другая фотография нормальная, учитывая условия. Как я говорю, все познается в сравнении. Когда ты просто показываешь что-то в кадре, чаще всего это он красивый, плюс еще подкидываешь свой авторитет, говоришь, что вот, классный дизайн, плюс еще что-то. А когда ты в лоб сталкиваешь две железяки, и по идее Honor его должен ушатывать покафон просто как дитятка, а вот нет. Смотрим исходники. Настоятельно рекомендую, если вам интересно фото. Минусы: нет поддержки eSIM в китайской версии, нет 7-20 бенда, вибромотор мог бы быть покачественный, мало настроек для звучания, нет поддержки беспроводной зарядки, старый Type-C-шник, однодиапазонный GPS, в отличие от конкурентов, нет обходной зарядки, LTPO экрана, датчик приближения местами глючит, у кого-то он не глючит, но он здесь виртуальный, это факт. И я могу, в принципе, долго продолжать этот банкет, но оно вам не надо. Если вы до этого момента уже досмотрели, низким вам поклон, значит, вы любите технику, и это хорошо. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там много всего полезного. И еще маленькая дополнительная вещь. Вот так вы сможете снимать на основной модуль в 4К 60 FPS при использовании того же света в тех же студийных условиях, что вы видели до этого на Sony FX3. И не обманывайте себя, чаще всего люди и особо сильно разницу не заметят. При том, что отмечу, что микрофоны сейчас уже работают после утопления, но они все равно нормальные. Помимо этого, хочу отметить, что Honor молодцы, что они делают классные трубки. И за счет бренда, потому что он считается, скорее всего, где-то премиумом, они могут с более слабыми характеристиками или железом продавать свои устройства фанатам, которых хватает просто в разных регионах мира. Хорошо, что они есть. Возможно, они посмотрят на остальных и сделают GT2 каким-то нереально бомбическим, пусть даже чуть-чуть дороже. Потому что дизайн у них получился на все 100. Так что девайсу, повторяюсь, без сарказма от меня, да, просто не для всех регионов. И не для всех потребностей. То есть, если человек вообще не разбирается, то ему будет в кайф, ему может и ловить будет так же. Если тесты не делать по связи, то не всем нужна эта суперскорость 4, даже 4G это суперскорость. Не всем нужны эти бенды, не всем нужна эта обходная зарядка, не все играют. Смартфоном этим пользоваться можно, если ты любишь Honor, если он для тебя красивый. И это не iPhone 16, который просто красивый и стоит 80 штук. Это все-таки более доступный смартфон, с которого можно звонить, на котором можно играть и снимать видео. Так что реально, девайс сюда, вы увидели, как он может снимать. Если продолжать подобное, пишем в комментах. Прошлый раз на Redmi делал то же самое, но там оказался залит микрофон. И резюмировать я бы хотел довольно просто. Если вы хотите, чтобы на YouTube остался такой критичный подход, не забудьте подписаться на канал с колоколом и оставить любой осмысленный комментарий. Хотите мне помочь? Подпишитесь еще на телеграм-канал скидок. Супер помочь, у меня там много телеграммов. Но по поводу этого смарта. Я купил его, потому что я видел его в рекламе. Купил я проверил его 10 января, ни у кого еще обзоров не было, никто их не анонсировал. И он мне пришел быстро, но мне было важнее сделать обзоры на Redmi, которые были в глобалках. Почему? Потому что здесь есть информация от некоторых продавцов, что есть 7-й бенд, у основной массы продавцов, которым я доверяю, 7-20 бенда нету. Возможно, на вас это влиять не будет. Но, допустим, вот у этого смарта 7 есть, у этого 7 и 20 есть, это iQOO Neo 10. Следующий момент, никаких обходных зарядок здесь нету. Есть он, в принципе, все стандартно, как и все. По камерам вы все видели. Напоминаю, что любые камеры дороже $200 в смартфонах А-эшелона в принципе снимают одинаково. Огромный плюс здесь, да, гуглы из коробки. Но что это значит? Ты устанавливаешь Play Market и все, у тебя все работает. Это вам не Huawei. Нет металлической рамки, в отличие от некоторых конкурентов. Нет обходной зарядки, в отличие от некоторых конкурентов. То есть чисто все на бумаге, даже UFS
третьей версии, без разницы 3.1, 3.2, это внутренняя память, на 50-40 тысяч баллов показывает ниже. То есть они даже на этом сэкономили. Если вы купите терабайтник, у вас будет UFS 4, по-моему, 1. Неважно какой UFS, будет такой же аналог, как и здесь. А так они и на этом сэкономили. На чем они еще сэкономили? Разумеется, на датчике приближения. Зачем вам физический? Можно запихать сюда виртуальный. Если говорить про игры, нормально в него играть, как и в любой другой смарт, не без своих недостатков. Опять же, в PUBG каком-то он показывает только 90. То есть даже на минимальных настройках пока еще не оптимизировали под 120. Honor, серьезно, да, это косяки понятны, да, это классный смартфон, но в вакууме. Вы знаете, в чем этот смартфон? Лучше хотя бы в чем-то. Кроме того, что это суббренд Huawei, а теперь они отделились, и они просто менеджерами, топ-менеджерами меняются. А так, конечно, не Huawei. Кроме того, что здесь есть гуглы, радость. Когда он стал флагманом, как манипулируется сознанием? Очень просто. Вот я сделал опрос 10 брендов. Там не было айфона, там не было в личной телеге, посмотрите, в телеге скидок я делал репост. Не было Samsung и не было Huawei. И вот и среди этих 10 брендов он набрал 8%, IQ набрал 7%. Я делаю следующий опрос. Что вы купите? Apple, Huawei или Samsung? И они в тотале набирают вместе с другими брендами 68%. А позиция вот этого бренда 8% от оставшихся 32%. И в этом и магия. Ты должен смотреть и на ликвидность, и на железку, и на его суперсилу. Что у Honor суперсила, я не знаю. Honor Magic 7, разумеется, на канале будет. Вот такой у меня подход. Надеюсь, что он тоже имеет право на жизнь. Разумеется, смотрите все обзоры, делайте выводы. Но, повторяюсь, для меня база, как для любого покупателя, который открывает спеки, смотрю, нет 7-20 бенда, LTPO нет, у конкурентов у кого-то есть. Датчик приближения виртуальный, у конкурентов физический. Цена выше, у некоторых конкурентов цена ниже. Экран 120 Гц, у конкурентов 144 Гц. И самое главное, еще и внутренняя память. Третьего типа покупай терабайтник по цене IQ 13 или четвертого типа UFS 4, но у конкурентов. Опять же, мое субъективное мнение, опять же, смотря как смотреть. Девайсу от меня однозначное, да, потому что кто-то же это купил. Добра и удачи вам, дорогие друзья!